Привет, привет! I speak Russian in my videos, but you can turn on Russian or English subtitles. Я очень рада видеть вас на моем канале. Мы с вами не виделись очень долго, потому что я была в отпуске. И сегодня у нас будет разговорное видео. Я расскажу вам, покажу фотографии, видео. Мы с вами выучим новые слова и фразы. Ну что, прежде чем мы начнем, я хочу сообщить вам о том, что я подготовила для вас бесплатный, но очень полезный PDF-документ с материалами, новыми словами и фразами из сегодняшнего видео. Я так счастлива снова записывать новые видео для вас, потому что давно меня здесь не было. Я была в отпуске 2 недели, даже больше 2 недель. Потом я заболела, когда вернулась из отпуска, и после этого у меня еще была поездка в Таллин, в Эстонию. Давайте начнем с небольшой предыстории. Как же все начиналось? Моя мама прилетела ко мне в гости в Финляндию, и мы с мужем спланировали поездку на машине по Норвегии, Швеции, и также мы планировали заехать в Эстонию. Давайте я вам расскажу, как же прошло наше путешествие. На самом деле было очень много открытий. Давайте начнем по порядку. Я давно не говорила с вами вот так вот открыто, и мне кажется, что я совсем разучилась говорить на камеру. Я представляю, что никакой камеры нет, и я просто общаюсь со своими друзьями. Сначала мы отправились на север Финляндии и заехали в очень красивый город Оулу. Если честно, я уже была в этом городе несколько лет назад. Это столица на севере Финляндии. И тогда мне, честно говоря, совсем не понравилось. Я была не в восторге от этого города. Но, заметьте, это было зимой. Когда я приехала в этот город летом, я в него влюбилась. Влюбилась без памяти. Это действительно очень красивый город, очень милый, уютный город. Там много красивых старых домиков. Я, правда, очень люблю такие старые уютные домики. Вы сейчас можете видеть фотографии на экране. Я специально сделала для вас много фото и видео контента, которым сегодня буду делиться. Мы прогулялись по городу, насладились вкусной клубникой. Да, мы зашли на местный рынок и купили вкусную клубнику. Прогулялись, перекусили в ресторане, выпили кофе и отправились в путь. Мы ехали достаточно долго в первый день, и я помню, что мы не знали, где ночевать, представляете? Да, мы решили поехать в очень спонтанную поездку и бронировать жилье уже в пути, то есть принимать решения очень спонтанно. Для меня и для моего мужа это было трудно, потому что мы очень структурные, системные люди. Мы любим все планировать, мы любим, чтобы все было по полочкам, все было по полочкам, да, все четко. Но не в этот раз. Мы решили действовать спонтанно. И что вы думаете? У нас с собой была палатка, и также у нас был большой матрас, уютная кровать в машине. Мы с мужем решили, что почему бы нам не остановиться в кемпинге. Но на тот момент мы не нашли никакого кемпинга, но нашли очень красивое место для бесплатного кемпинга, в котором могут останавливаться туристы с палатками. Мы приехали в это место, и вы не поверите,
там никого не было. Я сейчас покажу вам фотографии. Было совершенно пусто, а на часах было примерно 12 часов, может быть, 12:30 ночи. Представляете, как светло? Потому что мы были на севере, а на севере не темнеет летом. Как-то так, белые ночи. Мы остановились в этом прекрасном месте, безлюдном месте. Безлюдное место — это значит, что в этом месте нет людей совсем. Мы поставили палатку, припарковали машину, и моя мама разожгла костер для нас. Мы погрелись у костра, приготовили ужин. Я, насколько помню, мы ели суп. У нас был с собой газовый баллон, и мы могли приготовить любое блюдо. Мы решили приготовить горячий суп с крутонами, или мы часто говорим с сухариками. Так прошла наша первая ночь. Очень тихо, спокойно. А когда мы проснулись, то пошли завтракать кашей, овсяной кашей с бананами, орехами и медом. А также мы приготовили вкусный чай и пошли завтракать к озеру. Оказалось, что рядом с местом, в котором мы остановились, было красивое озеро. Сейчас тоже вам покажу фотографии. Дальше мы отправились в путь. Вечером второго дня мы прибыли в город Кируна и остановились в кемпинге, достаточно уютном, простом кемпинге. Было, кстати, очень неплохо. Я оставлю фотографии здесь. Там было красивое пространство, в котором можно было провести время. Давайте я расскажу вам несколько интересных фактов о городе Кируна. Кируна — это самый северный город Швеции, поэтому сами шведы называют его самым депрессивным городом из-за ужасной погоды и серости, постоянной серости. В этом городе часто идет дождь, и погода в основном очень пасмурная и всегда ветрено. Из-за разработки месторождений железной руды, которая находится под городом, город должен постоянно переезжать. И мы лично видели, как перевозили огромные дома. Представляете, целые дома и даже церкви. Если я сейчас добавила фотографию, значит, я сделала ее, либо видео. Если нет, я добавлю картинку из интернета. Вы сейчас можете видеть, как это происходит на экране. Если честно, это было очень удивительно, что перевозят целые районы, представляете, с одного места на другое. Кируна является крупнейшим в Европе центром по добыче железной руды. И там есть огромная шахта. Я тоже добавлю фотографии вот сюда. Если вы хотите изучать современную лексику, фразы, слова, идиомы, которые используют носители языка прямо сейчас, то я приглашаю вас в мое комьюнити на Патреоне. Мы изучаем новые слова и фразы в интересных текстах и тут же практикуем их в увлекательных, эксклюзивных упражнениях, которые я придумываю сама. Также вас ждут аудио к тексту, к новым словам с переводом на английский язык или без перевода. Выбирайте, как вам удобно. Ну и, конечно, потрясающе красивые карточки с новыми словами и фразами. Если вы хотите присоединиться в наше комьюнити, то я буду очень рада вас там видеть. Всю подробную информацию вы найдете по ссылке в описании под этим видео. А мы продолжаем. После Кируны мы отправились осуществлять нашу общую мечту. Я имею в виду мою мечту, моего мужа и моей мамы. Мы поехали в город Анденес. Если вы никогда не слышали об этом городе, то я советую вам посмотреть о нем в интернете, так как этот город
известен как место, идеальное место для наблюдения за китами, особенно кашелотами, которые мигрируют в Анденес летом. И мы отправились в Анденес летом, чтобы увидеть китов своими глазами. Я в предыдущих моих видео говорила о том, что это была моя заветная мечта, и я очень хотела ее осуществить. Поэтому мы отправились в город Анденес. Заранее мы купили 3 билета на небольшую лодку, которая была рассчитана на 15-30 человек, чтобы своими глазами увидеть китов. Это такое сафари, водное сафари. Давайте же расскажу, как все проходило. Мы приехали в город Анденес и остановились в очень милом доме. Мы прибыли туда поздно вечером. Конечно же, мы очень хотели выспаться, а с утра уже отправиться на сафари. Когда мы проснулись, меня переполняли эмоции. Я была в предвкушении. Мы пришли в офис компании, у которой мы бронировали наши билеты в 8:30 утра. Мы забронировали самый ранний рейс. И когда мы туда пришли, нас нарядили вот в такие вот костюмы. Я постараюсь оставить фотографию здесь. Вы можете посмотреть. Это достаточно теплые, непродуваемые костюмы, но, к сожалению, они, насколько я знаю, они пропускали воду. Поэтому я очень основательно, серьезно подготовилась. И на мне были надеты специальные носки, штаны, кофты, конечно же, водонепроницаемые, которые не пропускали воду. Мы очень тепло оделись, мы оделись слоями. Сначала футболка, потом термобелье, потом теплая флисовая кофта и так далее. На мне было несколько слоев. Когда мы пришли в офис, я еще надела вот такой комбинезон, чтобы точно не замерзнуть, потому что мы планировали путешествовать по открытому морю. А там холодно и очень ветрено. Когда мы погрузились на небольшую лодку, нас, кстати, было 15 человек, и отплыли от берега, наша лодка перестала плыть. У нас произошли проблемы с двигателем, представляете? И мы просто остановились. К нам на помощь отправили другую лодку, которая помогла доставить нас на берег. В итоге мы поменяли лодку и, соответственно, задержались примерно на 30 минут. Но я сказала себе, что это был хороший знак, и наше сафари пройдет отлично, нам обязательно повезет. Когда мы уже плыли на лодке, я смотрела по сторонам и просто наслаждалась процессом. Было очень много брызгов воды, и я практически всегда протирала глаза, я специально надела очки, но вода постоянно попадала на лицо. И вы знаете, тогда я подумала про себя, насколько я благодарна даже просто вот так покататься на лодке в открытом море. Даже если я не увижу китов, я все равно буду очень счастлива, потому что у меня была такая потрясающая возможность. Как только я подумала об этом, не прошло и 5 минут, как наш капитан сообщил, что, кажется, мы нашли касаток. И тут началось самое интересное. Наша лодка резко поменяла курс и направилась совершенно в другую сторону. Мы подплыли к месту. Там была еще одна лодка, но сначала я ничего не видела. И вдруг я слышу крик. «Смотрите, смотрите!» Конечно, это было по-английски. Я поворачиваю голову и вижу, как из воды выныривает касатка, огромная касатка,
прямо рядом с нашей лодкой. Правда, очень близко. Я была в восторге. Я сразу же схватила телефон и начала охотиться на косаток, чтобы заснять этот момент. И что вы думаете? Не прошло и 5 минут, как начали со всех сторон появляться косатки. Там была огромная семья косаток. Представляете? Я обязательно добавлю сейчас здесь видео, вставлю видео, чтобы вы посмотрели на эту красоту. Это было невероятно. Они прыгали, они плавали рядом, выпрыгивали вместе. Это было так красиво. Конечно же, я не снимала все, потому что я тоже хотела насладиться этим зрелищем. И я помню, что я не могла остановиться. Я смеялась от счастья, у меня была улыбка до ушей. Я комментировала: «Вау, вау, смотрите, неужели я это вижу?» Это был настоящий детский восторг. И сейчас даже, когда я вам рассказываю об этом, я просто в восторге. Это незабываемые впечатления и эмоции. Мы наблюдали за косатками примерно час. Они как раз в это время охотились, и они хотели поймать селедку. В это время было очень много селедки, и что они делают? Обычно они окружают селедку всем своим семейством. Представляете? Они ее окружают, а потом одна косатка, обычно, кстати, это косатка женского пола, потому что у косаток женский пол — главенствующий пол. У них матриархат. Обычно это старшая косатка, возможно, бабушка. Она ударяет своим хвостом, чтобы оглушить селедку. И когда она сильно ударяет хвостом, соответственно, селедка становится парализованной, она не может двигаться, она парализована. И тогда косатки начинают поедать селедку одну за одной. Представляете, такая огромная косатка ест только по одной рыбе, по одной селедке за раз. Да, я была очень удивлена. Это очень интересно. Итак, мы наблюдали за их охотой. Это было очень красиво и страшно красиво, я бы так сказала. Но я не испытывала чувство страха совсем, потому что я, мне кажется, была в таком восторге, и меня переполняли эмоции. Косатки подплывали очень близко к нашей лодке, но я совершенно не боялась, я хотела просто выпрыгнуть из лодки и посмотреть на них под водой, представляете? Да, это было потрясающе. Мы смотрели на них примерно час и потом поплыли обратно. По дороге обратно мы больше никого не видели, но я была безумно счастлива. Я была просто на 7-м небе от счастья, от того, что я увидела косаток. Также вечером у нас состоялась очень интересная лекция с биологом, с ученым, который изучает китов. Он рассказал нам о разных видах китов и о их жизни. Это было безумно интересно и захватывающе. И если честно, я даже сделала много заметок. Напишите мне в комментариях, если вам было бы интересно послушать небольшую лекцию о китах. Я могу поделиться с вами своими знаниями, которые я получила на этой лекции. Ну что, ребята, на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные видео. А мы с вами встретимся уже на следующей неделе, и я расскажу вам о второй части нашего путешествия. Желаю вам прекрасного дня, отличного настроения. Увидимся. Пока-пока.